Итак, многие давно пытаются разобраться, в чем же разница между тремя основными моделями объективов Helios. Здесь у нас Helios 44-2, Helios 44M и Helios 44M4, дальше M5, M6, M7. Существенной разницы между ними нет, принцип один и тот же. Основное отличие, на мой взгляд, лежит у них в способе управления диафрагмой. Все сказки про то, что они какие-то существенно разные по картинке, не соответствуют действительности. Я провел десятки тестов, у меня побывало в руках десятки этих гелиосов, ну и какой-то существенной разницы, о которой стоит хотя бы упоминать, не то что там рассказывать и выискивать, не существует, на мой взгляд. Гораздо важнее правильно поймать фокус и выставить правильную экспозицию. Это вам обеспечит гораздо лучшую фотографию, чем выискивание мифической разницы между этими объективами. Сразу скажу, ролик получится достаточно длинный, с выискиванием всех технических нюансов. Я попытаюсь их все показать. Поэтому те, кто любит короткие выводы, мой вывод такой. Если есть возможность у вас выбирать, то выбирайте лучше вот этот объектив, Helios 44M. Он самый солидный, самый, на мой взгляд, лучше всего сделан, самый удобный по управлению. Здесь мягкое, хорошее кольцо диафрагмы с легкими щелчками. И, на мой взгляд, самый универсальный. То есть вы можете его использовать и на цифровой камере, установив ручной режим, и на пленочной камере, если вам нужен именно автоматический режим. Поэтому самый универсальный, по цене они все плюс-минус одинаковые, поэтому если есть возможность выбора, берите лучше вот такой. Если у вас какие-то другие специфические задачи, например, вы снимаете видео много, и вам нужна именно плавная диафрагма, тогда Helios 44-2. Helios 44 M4, в принципе, тоже можно брать хороший объектив. Смотрите просто по состоянию, по возможности, какие есть возможности. Они все снимают примерно одинаково. Так что рекомендую Helios 44M, ну а дальше на ваш вкус. Давайте же рассмотрим разные варианты исполнения и вообще зачем нужна эта автоматика в управлении диафрагмой. Ведь, казалось бы, можно просто выбирать и закрывать, открывать. Все, больше ничего не требуется, казалось бы. Но есть определенные нюансы, которые нужны для того, чтобы снимать хорошие качественные снимки. Наверное, я сейчас на примере покажу, как это выглядит из фотоаппарата, чтобы было понятно, зачем вообще это нужно автоматическое открытие диафрагмы. Вот, к примеру, наш объектив Helios 44M. Если я его включаю в ручном режиме, то я могу спокойно управлять диафрагмой, выставлять значения, вот, соответственно, шкалы 11, 8, 5,6, 4 и так далее. То есть он легко управляется. Если я использую автоматический режим, то как бы я ни крутил кольцо, ничего не меняется. Ну давайте, допустим, выставим значение диафрагмы 8. Вот. Это автоматический режим. Когда я собираюсь сделать кадр, я замеряю экспозицию специальной кнопкой вот здесь, и диафрагма у меня автоматически перекрывается до нужного значения. В остальное время она всегда открыта. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы в видоискателе видели максимально светлую картинку. Видоискатели в те времена, да и сейчас на многих цифрозеркалках, они достаточно темные. И для того, чтобы четко видеть, на что вы фокусируетесь, желательно как можно больше света. И для того, чтобы свет этот обеспечить, желательно фокусироваться на максимально открытой диафрагме, а потом ее уже переводить к нужному значению. Делать это не всегда удобно, поэтому сделали вот такую автоматику. Вы заранее выставляете нужное значение, а потом, когда нужно, раз, нажали кнопку, диафрагма прикрылась, сразу выставилась нужная экспозиция, и вы можете снимать. Ну, вот примерно такой принцип. Сейчас я попробую показать, как это выглядит из камеры.
Вот смотрите, допустим, у нас камера, я держу камеру вертикально, потому что по-другому не получается. Мы навели нужную фокусировку. И теперь пытаемся сделать кадр, выставить экспозицию. Извиняюсь. Вот, я зажимаю, диафрагма прикрылась. Прикрылась, открылась. То есть я сначала сфокусировался, а потом пытаюсь сделать кадр, выставляю экспозицию, и диафрагма у меня прикрылась, и у меня автоматически экспозиция начинает измеряться именно по этому цвету. Ну, не очень видно, не очень понятно, но принцип понятен. То есть зажимая кнопку, у нас здесь становится гораздо меньше света. И если мы будем фокусироваться вот при такой диафрагме, то просто ничего не увидим, а сфокусироваться не сможем. Именно поэтому нужна автоматика. За, собственно говоря, эту автоматику отвечает такой специальный механизм. Вы сейчас увидите, когда я нажимаю кнопку предварительного замера, вот здесь двигается такой рычажок, который зажимает рычажок соответствующий на объективе. Вот он. То есть вот этот рычажок жмет на вот этот рычажок. И диафрагма у нас захлопывается. Такой принцип. Аналогичный рычажок есть у нас на Зените TTL. Только здесь мы зажимаем кнопку спуска. Вот он. Я нажимаю, и он начинает двигаться. Точно так же зажимаю рычажок диафрагмы. На более старых аппаратах, таких как Zenit E, такого механизма нет. Также нет его и на наших цифровиках. Ни на зеркалках, ни на беззеркалках такого механизма нет. Поэтому он как бы сейчас в данное время не сильно нужен, но приходится диафрагму зажимать и каким-то образом управлять. Сейчас дальше объясню, как это происходит. Вот смотрите, цифровой фотоаппарат. Здесь компенсация экспозиции происходит автоматически, ну, по крайней мере, на моей Sony. На многих цифровиках то же самое происходит. То есть, как бы я ни крутил диафрагму, вот я, видите, подкручиваю, устанавливаю более жесткую. Сейчас я установил вообще 16, максимально возможно. Но, тем не менее, экспозиция подкрутилась под это значение, и я вижу здесь также максимально светло. Вот, в отличие от старых пленочных камер, где мы этого не видим. Поэтому на современных камерах, особенно без зеркалках, ну, этот параметр практически не имеет значения. Мы спокойно можем выставлять любое значение диафрагмы, и камера под это подстроится. Так в чем между этими объективами разница? Существенна разница в механизме. Как я объяснил, модель 44М универсальна. Она может работать и в ручном, и в автоматическом режиме. Здесь все понятно. Управляется вот этим рычажком. Модель 44М4 работает только в автоматическом режиме. Поэтому мы, если будем крутить диафрагму, как бы мы ее не накручивали на цифровой камере, при незажатой вот этой лапке ничего происходить не будет, диафрагма менять свое значение не будет. Поэтому эту лапку вот таким образом нужно зажимать. И тогда мы можем спокойно крутить, вертеть. Зажать ее можно либо ручным способом, разобрав вот эту немножко объектив и туда установив определенную деталь. Это делается несложно. Тем, кто у меня заказывает такие объективы, я могу это сделать при отправке. Либо второй вариант. Многие переходники, они снабжены специальным выступом, который вот эту лапку поджимают, и она у вас все время, когда стоит на переходнике, с поджатой лапкой вы свободно можете управлять диафрагмой. К сожалению, не на всех переходниках, не на всех моделях такие выступы есть. Например, на моей Sony такого выступа нет. Поэтому приходится либо использовать модели, которые этого не требуют, либо использовать, либо зажимать ее вручную. Вот. Что касается модели 44.2, здесь полностью ручное управление. И казалось бы, вот оно счастье, и вот оно удобство. Мы вручную можем выставлять диафрагму, бесступенчатые значения здесь.
имеются, да, еще из существенных отличий. Если мы говорим о модели 44.2, то здесь диафрагма просто крутится бесступенчато. Вот, плавно мы можем и крутить. Что очень любят всякие видеографы. Это им позволяет легко, бесшумно управлять диафрагмой, когда прямо во время съемки видео. К сожалению, на моделях более поздних эмках так не происходит. Здесь есть легкие щелчки. На эмке они достаточно легкие и мало слышные. На М4 они более грубые и послушнее. Ну, несущественно, но все же. То есть мы диафрагмой управляем ступенчато. То есть каждое значение может устанавливаться по ступеням. Казалось бы, вот оно счастье. Бери 44.2 и радуйся. На цифровой камере это оптимальный вариант. К сожалению, все не совсем так. Потому что модель-то разрабатывалась тоже в давние времена. И она тоже имеет те же замашки, что и другие вот эти модели. Здесь такая полуручная автоматика, я бы сказал. То есть мы вот эти значения выставляем вручную, но не просто по номерам, а здесь у нас есть так называемый компенсационный механизм кольцо предустановки. То есть сами значения, они тоже здесь ступенчато устанавливаются. Вот мы, например, выставляем значение 8. И дальше мы тоже фотографируем на максимально открытой диафрагме, фокусируемся. Ну, это имеется в виду для старых фотоаппаратов. А потом, когда нам нужно, мы быстро одним движением раз и прикрыли до 8. То есть фокусируемся на этом значении, чтобы максимальное количество света попадало в объектив. А когда нужно, просто одним движением прикрываем до нужного значения. Но на современных цифровых камерах это скорее бич, это работает в обратную сторону. Потому что здесь цифры на шкале нанесены именно для кольца предустановки. А если мы ориентируемся на кольцо диафрагмы, то оно получается развернуто в обратную сторону. И пользоваться этим крайне неудобно, либо надо крутить это кольцо предустановки, что не очень удобно. Либо второй вариант, просто на глазок устанавливать значение. То есть я открываю максимально диафрагму и, грубо говоря, на глазок, потому что здесь цифры развернуты в обратную сторону, устанавливаю нужное значение на глазок. То есть это минус этого объектива в этом смысле. Поэтому еще раз говорю, для тех, у кого есть возможность, кому не принципиально эта плавная диафрагма, берите 44М. Самый оптимальный вариант. 44М4 тоже нормальный вариант, если вам не принципиально плавное значение. И если у вас, допустим, переходники Canon, Sony без зеркалки, то эта лапка поджимается, и вам даже ничего переделать не придется. Ну, наверное, в целом на этом обзор завершаю. Если какие-то вопросы, можете спрашивать в комментариях. Если хотите приобрести все эти объективы и фотоаппараты, все это можно сделать в моем профиле Авито, ссылку на который я дам в описании. До свидания.